Сьогодні багато тем. Це і зміна головнокомандуюча Збройних сил України, це і горіли Москва, і Пермь, а також є зміни на фронті, просування ворога біля Авдіївки, відкинуто його біля Новомихайлівки та Вугледара. Також інтерв'ю Путіна Карлсону, американцю, і він наговорив дурниць багато. Про все по порядку. Пане Романе, вчора стало відомо, що таки головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний йде у відставку, і вже є нове прізвище, хто змінить його на цьому посту, це є Сирський. Чтобы понять процессы, как-то их обозначить, по крайней мере, или уже провести какие-то аналитические моменты, то есть выдать, надо понимать, куда идет генерал Залужный и его команда. Если это подъем по служебной лестнице, если в ближайшее время, после того, как будут проведены процедурные вопросы с увольнением, допустим, или в отставку, или в запас по определенным причинам, то мы можем увидеть генерала Залужного министром обороны, министром внутренних дел, а лучше премьер-министром. Это карьерный рост и потенциал нашего генерала Победы никуда не денется, он наоборот консолидирует общество, консолидирует армейские определенные структуры. Это будет просто поднятие по служебной лестнице, что в принципе нормально для карьерного роста всех военнослужащих в армии. То есть без этого поднятия, без карьерного роста теряются некоторые моменты, связанные со службой как таковой. То есть определенные задачи при выполнении уже самых основных задач. То есть, если этого нет, армия в том числе, это, в принципе, любой коллектив, он начинает уже хандрить. А как только такой карьерный рост есть видимость, куда двигаться, но это большой положительный момент. Тем более, вот если в таком амплуа сейчас мы увидим эту команду Залужного, наших боевых генералов Залужного, Наева, того же Шапталу, вот это навскидку 3 должности назвал в исполнительной власти: премьер-министр, министр обороны, министр внутренних дел, и тогда все правильно, все нормально, то есть идет нормальная боевая работа. Если этого не произойдет, это будет, тогда надо понимать, а что было причиной, то есть для чего вообще на переправе поменяли коней. А еще, не дай бог, какие-то проблемы возникнут на фронте, но будут большие вопросы вообще к такому действию как таковому. Замена команды не произошла. Почему? Потому что команды-то другой нет. Вся команда — это вооруженные силы Украины, они друг за другом выстроены, и в принципе выход на руководящие должности экс-комбригов, некоторых экс-комбригов, наших боевых бригад, это и 36-я, 58-я, 59-я, 80-я, 93-я, то есть в принципе он бы и так произошел в течение определенного времени, так как эти командиры показали хорошие результаты боевой работы, и естественно они должны двигаться по служебной лестнице. Я как раз об этом и говорю. Должна быть такая возможность как минимум. Просто дело времени, не более того. Но тем не менее, можно сказать, сейчас наша команда вооруженных сил, она просто двинулась, хочу надеяться, наверх. То есть на выполнение более широких уже боевых задач. И если бы это произошло, то есть если бы команда Залужного сейчас возглавила исполнительную власть, или, по крайней мере, одну из ее частей, это был бы хороший почин для дальнейшего очищения всей нашей структуры исполнительной власти. Когда военные, когда генералы, офицеры, уходя на пенсию, уходя в запас, уходя в отставку, заходили в исполнительную власть и остаток, допустим, своей профессиональной деятельности как раз показывали и уже могли работать именно в этой власти. Мы бы тогда очистили. И этот почин, он бы запустил такой маховик восстановления или, может быть, становления настоящих отношений в обществе, в самой структуре власти как таковой. Как минимум в одной из ее ветвей, в исполнительной власти. Это то, что я всегда говорю, израильский вариант. Лучше варианта в воюющей стране нет. Вот именно такой. Вооруженных сил
офицерский состав переходит в исполнительную власть и тут же становится на защиту Родины, когда возникают какие-то проблемы и какие-то движения со стороны. Потому сейчас надо просто посмотреть динамику, чтобы оценить те риски или те положительные, отрицательные моменты. Надо посмотреть динамику за дальнейшим движением наших бойових генералів. Пане Романе, це щодо Залужного. А що можна сказати про генерал-полковника Олександра Сирського? Тому що він і брав безпосередньо, керував звільненням територій в цій війні, але йому закидають, що він навчався, мовляв, в Москві, ну і багато за і проти. Зараз видають різних аргументів. То, что там в Москве учился или где учился, это не важно. Главное, боевой опыт. В свое время часть училась и в Советском Союзе. Я учился с 81 по 85 год в Черниговском летном училище, но Украина, но тем не менее Советский Союз. Потому тут уже не важно, кто где, когда учился. Главное, это тот багаж знаний и тот багаж профессиональных навыков, которые показывают командиры. И больше скажу, тут очень важно доверие. Доверие и уважение к командиру. То есть это у генерала Сырского есть. С 2014 года выполняет боевые задачи против России и, в принципе, выполняет их успешно, как командующий сухопутными войсками. Здесь, если не к Сырскому, допустим, вопрос именно как личности, как таковой. У меня есть один негативный момент вот по новой команде в том числе, и вообще по назначению. Вот я назвал бригады и комбригов, которые будут идти с командой наверх. Боевые ребята, вопросов нет, профессионалы. Нет ни одного летчика. Почему нет ни одного комбрига авиационной бригады? У нас нет военно-воздушных сил, у нас нет командующего ВВС, потому что ВВС нет. Ну, это уже миллион раз говорили. Опять новая бригада набирается из сухопутчиков. Ну так а воевать чем будем? Опять пехотой, опять штурмы и так далее и тому подобное. Сейчас утрирую специально, нагнетаю, так сказать, вопрос для того, чтобы для понимания процесса. Если пехота будет наступать и выполнять наступательные действия, а не авиация, у нас будут очень большие потери. Мы это же прекрасно видели. В этом году у нас есть возможность в этом году наконец-то перевести боевые действия в воздух, ну то есть с использованием авиационной компоненты. Заходят F-16. Куда они заходят? Они заходят в авиацию, начальнику авиации, который подчинен ПВОшникам, ну и так далее и тому подобное. Тоже миллион раз об этом говорили. Так вот, в новой команде одни сухопутчики. А вот представьте, если вместо Сырского сейчас подняли, допустим, воскресили батьку Махно, и тогда вся армия воевала на тачанках. Почему? Потому что он только так и умеет, он так научен, по-другому не может. Та же самая картина по Сырскому и по сухопутчикам, которые заходят. Это сухопутные войска. Они не знают, как воюет, вернее, как может в наступлении воевать авиация. В этом вопросе специалисты только летчики, тактики, причем еще не всякий летчик, истребитель так по сроку поступа, в основном тактическая авиация. Ну или истребители машин многоцелевых, вот типа F-16, те будут знать тактику ведения наземных боев, в том числе с помощью авиации. То есть здесь в новой команде ни одного летчика нет, потому у нас здесь могут быть уже проблемы. Я уже вижу этот перекос в сухопутную составляющую, а это значит наши хлопцы ногами будут вытаптывать то, что могли бы вытоптать авиация с большими скоростями на больших дальностях. Посмотрите на нормальные страны. Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки. Почему у нас такого нет? Почему у нас нет военно-воздушных сил Украины? Почему? Ну, то есть в свое время была проведена диверсия, их разорвали, растянули по ведомствам, и все, и мы за них забыли. Так вот, ВВС Соединенных Штатов Америки сейчас начальник комитета начальников штабов Объединенного комитета, то есть председатель, летчик-инструктор F-16, Чарльз Браун, он занимается, вот как можно сказать, Сырский сейчас становится, так вот сейчас авиация занимается управлением войсками. Почему и наносятся удары самолетами, ракетами по хуситам, допустим, на Ближнем Востоке, а не пехотой, танками и так далее и тому подобное. Потому здесь есть вот такой отрицательный момент, который я увидел сходу вот просто на старте.
Ну, а основной, конечно, это режим того, что на переправе коней не меняют. Россияне сейчас этим воспользуются однозначно. У них где-то полумиллионная группировка находится на нашей территории, на оккупированной. И они точно будут, вернее, они могут воспользоваться этим, вот этой бедой с заменой, если это замена, если это не поднятие. Вот если это сейчас идет просто рост по карьерной лестнице, так это большой положительный момент. Просто большой положительный момент. Но если это просто замена, смена коней на переправе, здесь хорошего нет ничего. Будемо стежити і бачити, пане Романе. Також відомо, що наступне, що вчора наших 100 героїв повернулися з полону, відбувся обмін. Серед тих, кого вдалося повернути, це нацгвардійці, прикордонники, більшість захисники Маріуполя. В контексті цього хочу ще сказати, пане Романе, що також Даніло, секретар РНБО, сказав наступне, що на збитому 24 січня Іл-76 точно не було наших військовополонених. Але їхня доля, тих, хто в той день мали бути вименена, досі невідома. Росіяни нічого не кажуть. Мы говорили с вами неоднократно по Ил-76, взлетающий борт, уходящий из Белгорода, не мог привозить, или, по крайней мере, в этом рейсе не мог везти наших пленных. Тем более после катастрофы борта, после его уничтожения, на поле не было десятков тел, ну просто не было. Потом их принести невозможно. Потому то, что на Ил-76 не было наших ребят, ну это практически чуть ли не 100%. Дай бог, чтобы это было 100%, что там наших ребят не было на этом борту. Кто был, уже не важно. То есть кого забрали на тот свет, это уже не важно. Вопрос в том, что наших ребят там не должно было быть, и, скорее всего, не было. А вот действительно вопрос по их судьбе предварительный после этой катастрофы остается открытым. Но я бы не стал бы его сейчас педалировать, потому что нельзя россиян сейчас подвигнуть к еще одному военному преступлению. То есть даст Бог, и наши ребята из этого списка также вернутся на родину, как и вот эта сотня, которую обменяли вчера. Это, скорее всего, с помощью третьих стран. Очень так рьяно участвуют в этом вопросе Об'єднані Арабські Емірати, Ближній Восток. Пане Романе, і так як ви і прогнозували, Сенат проголосував допомогу окремо від міграційного питання. 95 мільярдів виділили Україні, Ізраїлю, Тайваню, і серед яких 60 мільярдів Україні. Тепер треба чекати голосування Палати представників. Як ви вважаєте, чи ці кошти таки будуть проголосовані? Нагадаю, що в Палаті представників більшість республіканців, але частина з них начебто готова віддати свій голос за допомогу Україні. Это было процедурное голосование. И тогда позавчера на разрыв пакета правильно. Ну, почему правильно? Потому что Трамп, один из руководителей республиканской партии, решил выделить этот пакет по внутреннему вопросу, по стене с границы с Мексикой, в отдельный пакет, это в зависимости от его предвыборной борьбы, когда он будет уже вскрыт. А наш пакет, наш кейс помощи Украине, Израилю и Тайваню выделился в другой пакет. И вот вчера было только процедурное голосование для допуска его к рассмотрению, если можно так сказать. Рассмотрение будет уже по сути в конце месяца этого, то есть вот сейчас сенаторы ушли на двухнедельный перерыв, и где-то под конец месяца начнутся уже дебаты по этому вопросу. Потому будем надеяться на то, что вопрос будет решен положительно. Будут вноситься определенные правки, будут, естественно, некоторые моменты, связанные с контролем использования средств, ну и так далее и тому подобное. Но это демократия американская, это Сенат, они будут решать эти вопросы. То есть и одна, и другая палата, Верхняя палата, Нижняя палата, сенаторы, потом Палата представителей. То есть этот законопроект будет еще несколько недель как минимум рассматриваться, потому где-то в районе марта месяца, может быть, этот вопрос будет решен. Был бы неплохой подарок Путину перед 17 марта, как раз выделение нам больше 60 миллиардов на войну с Российской Федерацией. Было бы неплохо, по крайней мере, в таком режиме.
Ну і, пане Романе, мусимо згадати інтерв'ю Такеру Кларксону Путіна, де він наговорив, знову ж таки, все по колу. Ключові тези двогодинного інтерв'ю, яке вже передивились понад 50 мільйонів в мережі X. Ну, Україну придумали поляки. Все лівобережжя разом з Києвом – це є ісконно руські території. Ми готові до переговорів. Війну почала Україна, а не Росія. Ми її хочемо завершити. Ну і в такому дусі, що цікаво, оцей от журналіст, проти якого, до речі, хочуть вести санкції, тому що він поїхав в Москву брати інтерв'ю, каже наступне, що Путін Крим не віддасть і готовий застосувати ядерну зброю. Это две задачи, которые были по этому интервью поставлены. Первое, в контексте предвыборной так называемой риторики показать, что он еще где-то с кем-то рукопожимаем, то есть его где-то слушают. И вот эти цифры 40-50 миллионов посмотрели и так далее и тому подобное, они могут быть накручены из России. Это ж накрутки идут, если поставить задачу, там можно накрутить и 100 миллионов, сколько там россиян есть, или сколько у них этих сетей. То есть это вот как раз для этого и надо. Это была основная задача. Ну и вторая задача еще раз потрясти ядерной дубиной, больше ничего. Причем этим трясуном стал вот этот журналист. То есть через него Путин попытался попугать еще американский народ, ну или мировое сообщество. Ну уже к его пуколкам никто, на него уже внимания в этом смысле не обращают. Больше на клоуна похож, трясет этой ядерной дубиной последние 20 лет, пытаясь кого-то напугать. Никого этой дубиной, тем более российской, кто там от нее перепугается. Есть дубины помощнее, но есть экономические интересы ядерных стран, причем серьезных ядерных стран. Я там не говорю о Северной Корее или там Китае или даже Израиле. Не Китае, а Иране или Израиле. Иран там где-то рядом топчется. Но серьезные страны типа Китая, Индии, Пакистана, которые имеют ядерное оружие, Франции, Великобритании, Соединенных Штатов, они не допустят использования ядерного оружия, так как тут же несколько десятков стран его запустят в производство, и эти страны, которые имеют ядерное оружие, сейчас там до десятка стран, они потеряют некоторые экономические преференции, которые дают вот такое военное превосходство. Потому он не допустит россиян даже до реальной риторики. Вот только через вот таких журналистов, которые пытаются передать путинское послание, таких завуалированных передастов по этому вопросу. Вот через них как-то Путин пытается поугрожать мировому сообществу. Пане Романе, і також згадаємо, що відбувалося за цю добу на території Російської Федерації. В першу чергу є влучання безпілотників в НПЗ «Ільський» в Краснодарському краї. Є влучання, знову б'ємо по НПЗ, це чудово. Ну і також відомо, що в Пермі загорілися цистерни і підірваний газопровід. Ну от бачимо, потужна атака. Продовжуємо нищити логістику. І як результат, ми ж з вами це говорили, відчувають окупанти проблеми з постачанням нафтопродуктів і авіаційного палива. Углеводородная отрасль, основная статья дохода Российской империи, это и бензоколонки. Это ж то, что хорошо горит. Потому там, где можно зажечь, там это надо все жечь, так как это углеводородная отрасль. Она питает, во-первых, армию питает топливом, в основном дизель, авиационное топливо, керосин. И наполняет казну Российской империи, наполняет казну оборонпрома российского, то есть экономику для производства вооружений, естественно, для геноцида уже украинского народа. Потому это легальные военные цели. Руки у наших спецслужб уже длинные, конкретно. Там, можно сказать, появились своеобразные удлинители этих рук в качестве или в лице национальных формирований, которые борются за выход из России, за разрушение этой тюрьмы народов. Мы уже неоднократно с вами об этом говорили, потому мы слышим и Удмуртию, и Пермь, и Бурятию, и услышим еще очень много тех республик, на территории которых находятся эти российская военная машина, тот же система углеводородная
в добыче, переработке и подаче. То есть, механизмы разные. Механизмы ближние, если там до 500, до 1000 километров, это может быть работа наших беспилотников, в основном служба безопасности, Главное управление разведки. Оборонпром до сих пор сказки нам рассказывает о миллионе дронов в этом году. А вот дальние, где-то уже, если это в районе Урала, за Уралом, это работа как раз вот этих национальных освободительных армий, которые помогают, во-первых, себе освободиться от гнета российского империализма, естественно, нам бороться з російською армією. Пане Романе, також хочу згадати про НАТО і саміт літній в НАТО, в Вашингтоні. Суть в тому, що представник Британії при НАТО каже, що Україні не варто плекати великих надій на цей саміт. Скажіть, будь ласка, це готують до чого нас? До того, що не буде ніякого конкретного рішення? Это называется, чтобы потом не разочаровываться, лучше сразу не очаровываться, чтобы не было завышенных ожиданий, и это неплохо. То есть такая риторика, она дает такой контрастный взгляд на некоторые события, и на ожидаемые в том числе, и это правильно, это грамотно. Надо понимать, что все-таки НАТО, это, скорее всего, уже к летнему саммиту будет 32 страны. 32 страны, они будут принимать решения, и, скорее всего, может такой вариант возникнуть, допустим, как это было с той же Швецией, а-ля турки, а-ля, допустим, словаки или венгры, с которыми не успеют провести определенную разъяснительную работу. Они могут быть как-то против. Такой вариант есть, он проигрывается, он понятен. Мы сейчас заключаем договора, которых почему-то называют там договора о гарантиях безопасности, но это не гарантии безопасности, это гарантия безопасности, уже говорили, это ядерный щит наш личный, чтобы у нас надо восстановить свое ядерное оружие, чтобы вот такие Путины с этими передастыми журналистскими больше нас не страхали ядерной дубинкой, надо эту дубинку иметь у себя. Потому вот это гарантия безопасности. А вот те договора, которые мы заключаем с странами натовскими сейчас, уже практически, наверное, с десяток стран, эти рамочные договоры, которые потом можно будет предъявить как договор, не предъявить, а представить, или исходя из него уже заключать договор о вступлении в НАТО каждой из стран. То есть вот 32 страны, 32 таких договора у нас должно быть. Потому в зависимости от этой конъюнктуры, от того, как себя поведут Орбан и Орбанята, будет зависеть, пригласят нас в НАТО летом этого года в Вашингтоне или нет. Но хоть в одном, хоть в другом случае мы уже движемся в НАТО, у нас уже армия практически под стандарт НАТО, мы воюем натовским вооружением, нам помогают натовские страны, то есть практически все страны НАТО помогают, то есть по большому счету уже де-факто мы в НАТО, как минимум военной компоненты. Но так как этот блок все-таки военно-политический, есть еще очень много моментов, до которых надо дойти для того, чтобы у нас экономически, политически мы уже могли считаться этой страной. Там есть довольно-таки серьезные вопросы к нашей внутренней системе управления, политической системе, финансовой системе, экономики, и так далее, и тому подобное. Над этим придется еще работать. Пане Романе, і також по оперативній інформації летіли шахеди сьогодні в бік України. 10 вдалося збити, постраждав Харків, є прильоти в цивільну інфраструктуру, автівки також погоріли, кадри ось бачимо прильотів. Загалом керівник Куп'янської ОВА сказав, що бажано виїздити місцевому населенню, евакуюватися. Наскільки серйозно може загостритися ситуація саме на Куп'янському напрямку? Это вот если россияне сейчас используют вот этот перезарядку, которая сейчас происходит в руководстве вооруженных сил Украины, то давление будет в ближайшее время такое сумасшедшее, причем по нескольким направлениям. Одно направление – это Куп'янское, второе – это Бахмут, Куп'янско-Лиманское, я бы так сказал. Второе – это район Бахмута, третье – это Донецк, в районе Донецка от Марьинки до Авдеевки, то есть весь периметр города. Давление будет мощное. И четвертое направление у россиян готово такая серьезная группировка, направленная в сторону Угледара, то есть южнее, в районе Волновахи, южнее Волновахи.
Там несколько десятков вновь созданных свежих сил, причем на довольно-таки серьезной технике, рассредоточенной в них, готовность есть двигаться в сторону Угледара, двигаться на выполнение задачи Путин, который поставил в свое время выход на границы Донецкой и Луганской областей, админграниц. Они же в путинской конституции забиты как границы России. Потому вот эти задачи они в ближайшее время могут выполнять, начиная от Купянска до Угледара, то есть весь Восточный фронт. Еще раз повторюсь, россияне могут воспользоваться вот этой попыткой сменить коней на переправе. Пане Романе, і, до речі, по фронту. Зараз до Вугледару ще повернемося, там є зміни по лінії бойового зіткнення. Наталія Гуменюк, речниця напрямку Південного, каже наступне, що атаки ворога, попри те, що вони там тримають, ми пам'ятаємо, понад 70 тисяч одиниць живої сили, значно зменшилися на цьому напрямку. В чому може бути проблема? Ну, во-первых, идет переформатирование россиян. То есть вот сейчас основные силы российские собираются на Восточном фронте. Задача-то там стоит. Это раз. Второе, 70-тысячная группировка на левом берегу россиян, а это недостаточно, чтобы оборонять, плотность войск минимальная, чтобы оборонять весь левый берег, это сотни километров фронта. Потому, понимая свою бесперспективность действий в такой малой группировке, пока будут происходить такие серьезные наступательные действия в ближайшее время на Восточном фронте, здесь просто нечем воевать у россиян. По крайней мере, те запасы, которые у них есть, армейские запасы, они будут растягивать и, может быть, даже смиряться с нахождением наших тактических гарнизонов на тактических плацдармах на левом берегу, понимая, что толку от этого никакого, то просто сжечь людей-то как раз у них, вернее, россиян у них как раз уже нет в достаточном количестве на этом направлении. Потому, скорее всего, сейчас идет вот это осознание переформатирования и принятие решений по движению по Восточному фронту. Ну і, власне, біля Вугледару це важливий напрямок, ви щойно про це говорили, і, очевидно, в Генштабі це також розуміють, тому що, пане Романе, за останню добу у нас є хороші позитивні новини, так розумію, це тактичного характеру. Нам вдалося в районі Дач потіснити ворога, і також Новомихайлівка був виступ росіян, і також вдалося його відрізати. Возвращаем обратно оборонительные позиции. То есть туда, куда россияне зашли, где-то нас выдавив из-за недостатка боеприпасов. Как только заходит какая-то партия, мы тут же возвращаем те позиции, которые удобны для обороны. Именно для обороны. То есть это никакие наступательные действия, нет. Просто те высоты, те рубежи, которые удобны для того, чтобы удерживать линию фронта в сложившейся обстановке, их надо вернуть, потому идет возвращение. Это положительная динамика, но еще раз повторюсь, это не стратегические наступательные действия. Пане Романе, і також по Авдіївці ситуація непроста, тому що ворог зумів просунутися знову ж таки вглиб. Ми говоримо про північ, з вами вчора згадували, рухається в напрямку до логістики між Піщаним кар'єром і Авдіївським коксохімічним заводом. Это небольшие, не глубокие продвижения пока, то есть там все-таки есть купаж, то есть купируются эти моменты. Недостаток боеприпасов, но уже притча во языцах для украинской армии, сейчас нет смысла уже об этом повторять. Динамика у россиян пока еще умеренная, вот это движение пока еще умеренное, потому что есть у нас достаточное количество сил и средств для того, чтобы их контролировать, по крайней мере. Ничего катастрофического на данный момент нет, но сама по себе такие положительная динамика движения, она настораживает. Потому надо принимать решения. Опять же, принимать решения в момент замены коней на переправе очень сложно в этом смысле. Потому россияне будут однозначно пользоваться. И сейчас Авдеевка будет под таким серьезным прессингом. Даже, скорее всего, первая Авдеевка, там не Купянск, не Лиман, не даже Марьинка, а вот именно Авдеевка. Потому что задача номер один Путиным поставлена – это отодвинуть линию фронта от Донецка. Он уже неоднократно ее обозначал в эфире. И, значит, он спросит с тех командиров российских, которые ее не выполнили, именно отодвинуть границу линии боевого соприкосновения от Донецка. У них задача как минимум километров на 30. Это до Карловки, это до Очеретина. Но это нереально вообще абсолютно. Мы уже за эти 3 месяца отрыли
достаточно серьезный укрепрайон для перехвата даже западнее Авдеевки, там еще далеко до Карловки. То есть, по большому счету, у россиян эта задача не будет выполнена. И Донецк, Ясиноватая, Макеевка будет под постоянным огневым контролем наших дальних средств, високоточних средств пораження. І, пане Романе, вчора інформація якось так пройшла повз, тому що Генштаб офіційно не повідомляв, а лише вніс в статистику. Було збито К-52 «Алігатор». Давно не збивалася авіація. Разом з екіпажем цей гвинтокрил був ліквідований. Хотів би запитатися, пане Романе, скажіть, будь ласка, чому за останній час абсолютно не видно на фронті саме гелікоптерів і їх не збивають? Нет, они есть, они работают, просто они работают с больших дальностей. Допустим, дальность наших ПЗРК до 5 километров, 4-5 километров. Переносной зенитно-ракетный комплекс, у нас их много, до десятка модификаций, разные нет. От 3 до 5, грубо, в основном 4 километра, 4-5 это основные. То есть, зная эту особенность и то, что зенитно-ракетные комплексы армейские, локаторы они берут с определенных высот, то есть где-то с высоты 30 и выше. А вот до высоты 30 метров можно проходить, и россияне проходят. И вот у них есть две граничные такие цифры. Высота 30 метров то есть по не выше у земли стелется, и до дальности 5 километров они не подходят к линии фронта. Потому практически вне зоны поражения работают. А с этой дальности, с дальности даже 7-8 километров, с высот там, до 30 метров, они могут работать ракетами «Вихрь», «Эльмур», «Вихрь» до 10 километров, «Эльмур» до 15 километров по дальности. Даже просто работать с кабрированием неуправляемыми реактивными снарядами 7-8 километров, отстреливая, поднимая нос вертушки, то есть засыпая линию боевого соприкосновения. И это могут делать, они это делают постоянно. Просто иногда либо особо рьяные авиаторы, которые заскакивают ближе к линии фронта, либо желторотики, наоборот, не понимающие некоторых моментов и просто не успевающие отреагировать на выход на линию боевого соприкосновения, попадают под удар наших либо ЗРК, либо, как в этом смысле, в этом случае, когда сбили вот позавчера К-52 под ПЗРК, переносной зенитно-ракетный комплекс, это типа там Игластер, Триков или Стингера, неважно. То есть это тепловая в основном головка самонаведения, которая уничтожает вертолет довольно-таки споро. Тем более, когда две трубы, две ракеты, от двух ракет вертолет никогда не уйдет. То есть вот так мы их хвалим. Но только тогда, когда они промахиваются. Ну, то есть когда они по дальности промахиваются при выходе на боевой курс. Пане Романе, мені так здається, будь-який посадовець, який приїздить в Київ на зустріч з нашим керівництвом, він так трішки прозріває. Тому що от після візиту глави європейської дипломатії Жозеп Бореля, він відразу заявив, що в європейських країнах необхідно краще пояснювати громадянам ЄС, що означатиме мати Росію як сусіда. Тобто він сказав, якщо в Україні, не доведи Господи, буде маріонетковий уряд, як в Білорусі, то ЄС і громадяни ЄС мають цілком і ясно усвідомлювати, що це означає. Ну так тогда надо создать определенное государственное бюро какое-нибудь туристическое и привозить весь европейский политикум в Киев, но придется согласовывать обстрелы с россиянами. Ну, то есть, чтобы четко под обстрелы россиян был завоз определенной партии политиков, ну или желающих, по крайней мере, посидеть во время атаки по городу в бомбоубежище. То есть это можно за долю малую в счет вооруженных сил Украины можно этот момент организовать. Но вот прозрел не только Боррель, после удара по Боррелю, можно так сказать, Путиным, прозрел еще и Эрдоган, который послал Путина после этого по курсу русского корабля и не захотел с ним встречаться 12 числа. Потому там прозрение, оно действительно приходит, и если их в ряд выстроить, то по первому лбу, если Путин ударит, то у последнего будет сотрясение мозга у всех этих политиков европейских, которые не понимают, с чем они имеют дело. И если туда еще выстроить американских некоторых, вообще было прекрасно.
Пане Романе, дякую за це зведення. Нагадаю нашим глядачам, сьогодні 9 лютого, п'ятниця. Обов'язково підписуємось, коментуємо, ставимо лайки і ділимось нашим зведенням. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.